Утро в Скайлор Дайнер началось, как всегда, с запаха кофе и подгоревшего тоста. Лия Картер, официантка с обожженными руками, двигалась между столиками уверенно, будто все еще находилась на службе. Ее рукава скрывали шрамы, но из-под манжета порой выглядывала татуировка, символ старого подразделения. За шестым столиком сидел Тревор Хейс с друзьями из Bricktwave Solutions. Они любили язвить. «Эй, Лия, не поджарь мой бекон своими руками!» — хохотнул Тревор. Она налила кофе спокойно, словно слова его ничего не значили. Но в углу сидел Джейкоб Рид, ветеран. Когда Лия наклонилась за салфеткой, он заметил татуировку — черного орла с медицинским крестом. Джейкоб похолодел. Этот знак принадлежал Iron Hawks, отряду, в котором служила медик по прозвищу МД. Он видел, как она погибла. Или думал, что видел. Тревор продолжал свои издевки, снимая Лию на телефон. Но однажды она резко осадила его. Может, лучше человек года, который не знает, когда заткнуться. Смех за столиком стих. Позже Джейкоб подошел к ней. «Это не просто татуировка. Я знаю, кто вы. Вы спасли моих ребят в Кандагаре. Мы думали, вы мертвы». Лия дрогнула, но ответила: «Я просто подаю кофе». На самом деле, уже полгода она тайком записывала разговоры Тревора и его компании. Их насмешки перемежались разговорами о оптимизации персонала, прикрытием для увольнения ветеранов и мигрантов. В закусочную вскоре зашла журналистка Эмма Уорд. Она заметила, как Лия терпит издевки. У них завязался осторожный разговор. Лия поняла, пора перестать молчать. Все изменилось, когда пожилой посетитель подавился едой. Лия действовала мгновенно. Маневр Хёймлиха, спасенная жизнь, аплодисменты. Даже Тревор опустил телефон. Вся закусочная увидела, кто она на самом деле. Вечером Лия, Джейкоб, Эмма и менеджер закусочной Мигель собрались за одним столом. Лия показала записи, доказательства того, что Bricktwave систематически унижает и ломает людей. Эмма пообещала опубликовать все. Через сутки статья вышла. Ветеран-официантка разоблачает Bricktwave Solutions. Записи и история Лии разлетелись по соцсетям. Хэштег «решетка Justice for Leah» набрал тысячи упоминаний. В закусочную стекались репортеры и ветераны. Тревор ворвался туда в ярости. «Ты разрушила мою компанию». «Нет», — ответила Лия, — «ты сам это сделал. Я просто включила свет». Дальше все пошло лавиной. Адвокаты, профсоюзы, ветераны объединились. Bricktwave развалилась, а Лию начали уважать. Дети приносили рисунки, ветераны, свои жетоны и фотографии. На стене закусочной появилась стена чести. Лия больше не скрывала татуировку. Она уже не была обожженной официанткой. Она была собой, солдатом, который пережил ад и сумел заставить замолчать тех, кто считал ее жертвой.